Всем привет! Это Даша и канал Дарья Яш Арт. И сегодня я буду рисовать, а вы, я надеюсь, будете рисовать вместе со мной. Буду рисовать этот скетч. Подобный формат видео у меня уже есть на канале. И в этот раз, возможно, покажется более сложным рисунок, но на самом деле это не так. Прежде чем рисовать сам скетч, я хочу вам немножко на примере маленькой версии объяснить, как его делать, чтобы точно не бояться, что что-то не получится. Первое, что я всегда делаю, это я намечаю место, где у меня будет вообще располагаться картинка. То есть намечаю ее общие габариты, чтобы точно быть уверенной, что рисунок точно поместится в листе и не зайдет за его пределы. На данном этапе лучше не давить сильно на карандаш, чтобы потом было легко исправить. Я рисую мягким карандашом. Вы можете рисовать любым, какой у вас есть. Главное, сильно не давить. Намечаю рисунок как можно проще. Можно подумать, что это нагромождение каких-то фигур, но нет, это у нас уже практически готовый скетч для того, чтобы начать его делать в тоне. Я начинаю закрашивать. Для этого беру карандаш еще более мягкий, чтобы линия была темнее и, следовательно, ее будет лучше видно. И мне даже не надо ничего стирать. Стараюсь рисовать по форме. То есть я смотрю на девушек и я абстрагируюсь от них. То есть я не представляю их детали и все такое. Я прищуриваюсь и вижу образ, то есть какую-то массу определенной формы. Возможно, поначалу вам покажется это достаточно сложно, но это очень легко. Просто прищуриваетесь и смотрите на референс, либо на натуру, если будете рисовать с натуры потом, и смотрите в расфокусе на все. Я намечаю тени. Если наметить тени верно, то это уже половина работы сделана. То есть разобрать рисунок по тону — это уже практически все готово. Вы можете заметить, что свои скетчи я штрихую практически всегда в одну сторону. Не всегда, конечно, но в основном. Это такой прием, который использовали художники еще в старые времена. Например, Леонардо да Винчи. Вот примеры его работ. И как вы заметили, я думаю, там тоже присутствует штриховка в одну сторону. На данном референсе у нас естественное освещение, то есть свет у нас от солнца, то есть сверху. Лица девушкам я тоже не детализировала, так же, как и всю картинку. Потому что, во-первых, у нас очень маленький формат сейчас, и тут просто некуда это делать, и у нас пропадает соблазн закапываться в детали. Для этого мы и начали с самого маленького варианта. А так мы видим ее полностью, и профит так получится намного лучше. Ну что, не так страшно? Я надеюсь, что вам не страшно. Сейчас мы переходим уже к основному скетчу. Нечего тут сидеть больше. Давайте приступим. Я опять начинаю с того, что я указываю место, где у нас будут находиться сами фигуры. Даже можно вот так себе отметить квадратик, представим, что здесь у нас эта фотография будет размещена. Так даже проще, если у нас сам по себе формат большой, непонятный какой-то, да, а там надо квадратный такой скетч уместить. И опять же рисую основной силуэт.
Заштриховываю полностью. Просто повторяйте за мной. И сейчас мы просто перенесем то, что у нас было на маленьком скетче, на большой. Даже можно его тоже отметить, как бы, что у нас в квадратике также. Просто переносим все линии. Мы их уже нашли, так что тут уже ничего страшного нет. Мы вроде бы рисуем двоих, вроде бы работа двойная, но в принципе нет. То есть я представляю их не как отдельные две фигуры, а как что-то одно целое. И пришло время наметить им лица. Кстати, лица девушек находятся примерно на одинаковой высоте. Можно это так и нарисовать, что они на одинаковой, так будет даже проще. Так что я делаю примерно на одинаковой высоте осевые линии. И сразу же, не отходя далеко от кассы, сразу же на осевых линиях намечаю, где у нас будут находиться нос, рот. Сейчас я отмечу еще, где будут брови и глаза. Самые главные части лица. Параллельно я также работаю и над рисунком. Я намечаю еще другие части, где у них там плечо, где что. То есть я стараюсь работать над скетчем как бы везде одновременно. За счет этого мы не фокусируемся на одних и тех же деталях. И мы нарисуем его быстрее, если только у вас не супер-мега уровень рисования, и вы уже научились фокусироваться на всем, даже если вы рисуете что-то одно. Есть такие мастера, которые реально уже имеют большой опыт рисования, и они уже привыкли это делать. И им позволительно начинать рисовать с глаза, с носа, даже без линии построения. Но если все-таки вы новичок, то я вам настоятельно советую смотреть, стараться на картинку в общем. Не закапываться в детали, а смотреть в общем. То есть идти от общего к частному. Работать над всем рисунком одновременно. Ракурсы в этот раз не совсем простые. Это ракурсы в 3/4. Но если вы со мной сделали предыдущий скетч, то вам будет легче делать большой вариант. Старайтесь анализировать, на каком расстоянии находятся между собой всякие части лица, и так получится лучше. Опять же, как я говорила в прошлом моем видео из этой же рубрики «Рисуй со мной», чтобы получилось более похоже, девушка, надо смотреть на ее самые выдающиеся черты лица. Мы смотрим, что у одной лицо более узкое, оно за волосами спрятано. То есть в любом случае лицо будет уже, чем у второй. У второй мы видим даже скулу. Так все хорошо видно. Скула и подбородок, все открыто. И нам надо это показать. Мы смотрим, что у девушки у одной есть челка, у другой челки нет. Значит, у одной будет более открытый лоб, у другой менее открытый лоб. И всякие вот такие мелочи. Просто смотрим на все, стараемся как бы подмечать всякие особенности и их передавать. Даже если у вас не получится похоже, без разницы. Если они похожи на людей, это уже профит. Потому что схожесть — это, я считаю, вторичная в скетче. Она вырабатывается постепенно. Я думаю, что и у меня не совсем получились похожи эти девушки. Если еще постараться, конечно, посидеть, может быть, взять еще больший формат и его нарисовать, то тогда, да, тогда можно будет посидеть и реально постараться сделать их более похожими. Но у меня нет такой задачи, поэтому рисуем и просто кайфуем. Самое главное, я считаю, надо от рисования взять просто кайф, чтобы вам нравилось, что вы делаете. И не мучить себя, если у вас нет задачи, чтобы нарисовать похоже.
Сейчас я закрашиваю девушек полностью, просто заштриховываю их. И опять вношу уточнения. И я их буду уточнять на протяжении всего скетча. От и до. Я уточняю скетч прямо до конца. То есть можно было бы сначала нарисовать как бы лайн, да, то есть просто, чтобы внутри потом заштриховать и все. Но я рисую все одновременно. Мне кажется, так намного проще. Даже более того, не обязательно их обводить полностью и прорисовывать им все. Это вообще не обязательно. Мозг человека устроен так, что даже если мы что-то не нарисуем или намекнем на то, что там что-то есть, он сам это нарисует, он сам это додумает, и так ему будет даже интереснее. Так, произошла небольшая трагедия, и я случайно не нажала на запись. Но я не очень много пропустила, я просто вот здесь вот сделала потемнее, и вот здесь сделала потемнее. Еще обвела пожирнее карандашом, но в целом рисунок не сильно поменялся. И давайте продолжать. Я думаю, вы меня догоните без проблем. Я сейчас рисовала уже более мягким карандашом, чтобы наконец-то уже делать темней и уже не так бояться нажимать на карандаш. И прямо сейчас можете повторять за мной. Я еще сильнее детализирую, добавляю какие-то акценты дополнительные. Рисую волосы, намечаю, что где-то здесь пряди, и делаю темнее. Надо сделать тени более насыщенными. Здесь мы уже не боимся, а прорабатываем самые теневые участки. Опять же, чтобы их увидеть, надо прищуриться. Вот и все. Рисую детали, такие как волосы, выбитые какие-то прядочки. И просто дорисовываю то, что я не успела дорисовать. А еще хочу сказать спасибо. Огромное спасибо художнице, у которой тоже есть свой YouTube-канал. Проходите и смотрите. Ссылку я оставила в описании. Она очень старается. Давайте поддержим ее. Благодаря ее отклику у меня есть уже как минимум одно видео, переведенное на английский язык. На данном этапе, в принципе, можно было бы и закончить, но я решила сделать фон, так что я закрашиваю фон за девушками. Мне кажется, тут он прям просится, потому что слишком остается много свободного пространства вокруг. И опять штриховка. Я беру супер мягкий карандаш, самый мягкий, который у меня есть, и штрихую сверху. И вообще я хотела поделиться тем, что оказалось, что достаточно сложно делать монтаж видео. Я стараюсь его делать почаще, но просто вот времени нет. Поэтому я как-то сейчас стараюсь адаптировать этот процесс. Надеюсь, у меня получится. И я знаю, что были вопросы по поводу того, как же сделать так, чтобы карандаш не отпечатался на другом листе, если мы закрываем наш скетчбук. Так, сейчас я беру ластик и ластиком как бы вырезаю этих девушек из фона. Итак, что надо делать, чтобы не отпечатался рисунок? Надо просто взять, можно даже, в принципе, обычный лак для волос, либо специальный лак для карандашей, для пастели, вот такого формата. Здесь будет картинка. И прямо взять и побрызгать на ваш рисунок. Таким образом, графит не будет так с него соскальзывать и зафиксируется.
Кстати, я даже сейчас на рисунок вношу все равно еще какие-то детали, если мне кажется, что они здесь нужны. Для этого я взяла карандаш меньшей мягкости и также показываю всякие мелочи. Чем мягче карандаш, тем линия у него будет более насыщенная. Даже если не давить, она все равно будет насыщенная, но и потолще. А чем будет карандаш тверже, тем линия будет тоньше, но ее потом фиг сотрешь, если будешь давить. А если не давить, то она будет не очень заметная. Поэтому вы сами в ходе ваших экспериментов, в ходе того, как вы рисуете, сами будете выбирать себе те инструменты, которые вам подходят. Возможно, вам вообще нужны будут только мягкие карандаши. Так же, как и мне. Я рисую только мягкими карандашами. И я пишу, сколько времени у меня занял скетч. Примерно 20 минут. Подпись я решила исправить. Ну да, бывает, я тоже пользуюсь стеркой. И вот что у нас получилось. Я думаю, на этом варианте я остановлюсь. Меня, в принципе, все устраивает. Скетч получился живой. А у вас что получилось? Выкладывайте ваши скетчи в Нильзаграм под этим хэштегом и отмечайте меня, чтобы я точно увидела вашу публикацию. Таким образом, я смогу понять, насколько вам была понятна моя информация и, может быть, скорректировать то, что я вам говорю. Если у вас появились какие-то инсайты, пока вы смотрели это видео, то пишите обязательно в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, видео было полезно. Если хотите меня поддержать, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на меня, особенно ВКонтакте. Я его сейчас развиваю. А с вами была Даша, и всем пока!